Дорогие мастера, я приветствую вас, и сегодня мы с вами говорим об анахате. Это 4-я чакра, и сегодня мы будем разбираться с ее значениями. Анахата– это сердечный лотос. Это про любовь, сострадание и другие глубокие чувства. Стихия анахаты– это воздух, потому что анахата такая же воздушная, как и сам воздух. Это разряженная энергия на уровне нашей 4-й чакры. Право анахаты – испытывать искренние чувства, любить и быть любимым. Основной ее цвет – зеленый. Какую же роль выполняет 4-я чакра? Назначение 4-й чакры – это переход от «я», как вы помните, манипура, да, это собственное «я», к постижению чего-то большего. Сердце означает суть всего, ядро правды. На уровне 4-й чакры объединяются и уравновешиваются две сферы бытия – наш материальный мир и духовный мир. И посередине, если мы посмотрим с вами на все чакры, а у нас их по телу человека 7, то анахата располагается прямо посередине, и она объединяет в себе два дуальных мира – мир материи и мир духа. И когда случается объединение этих двух миров, человек чувствует свою искреннюю целостность. И именно в этом ощущении сокрыто внутреннее спокойствие, покой нашей души. И из этого состояния возникает настоящая любовь. Чакра анахата расположена в центре груди в районе сердца. Так как мы с вами изучаем чакры не просто сами по себе, но и изучаем карту здоровья в матрице судьбы, соответственно, мы с вами будем разбираться с тем, а где же находится, а за что же отвечает наша чакра анахата. Так вот, сердечная чакра анахата соответствует в теле сердечному нервному сплетению, которое вы видите на картинке, дыхательной системе, легкие и сердечно-сосудистой системе, еще называется она кровеносная, и это само наше сердце, а также бронхи, вилочковая железа, сама грудная клетка, ребра, верхняя часть позвоночника, молочные железы и подмышки. Также некоторые специалисты относят руки к анахате, но я бы больше отнесла к анахате именно плечи, как 100% анахата. Возможно, предплечье тоже относится к анахате, а все, что ниже, может быть еще локоть, да, потому что когда мы часто ударяемся локтем, есть даже такое поверье, что когда локтем ударяешься, любимый тебя вспоминает. Вроде бы странно, но с другой стороны, любимый, да, и чакра анахата, как-то срастается на самом деле. Ну а все, что ниже локтя, наши активные ручки, которыми мы можем хватать что-то, в значении манипуры уже скорее, да, которыми мы можем кого-то гладить, и это уже значение свадхистаны, и так далее. То есть нижняя часть рук и кисти, в частности, это что-то такое более вариативное. А плечи однозначно я бы отнесла именно к анахате. Стихия сердечной чакры, как я сказала ранее, воздух. Он считается не жизненным дыханием, да, как многие называют это, а именно проводником звука и энергии, потому что весь мир на самом деле наш с вами состоит из звука и энергии, а именно из вибрации. И это наводит на мысль, что звук находится все же у нас вне времени и пространства, и это способствует пониманию духовных вопросов. И очевидно, именно поэтому человек обращается к своему духовному сердцу во время медитаций. Давайте поговорим немножко про любовь, потому что чакра анахата – это глубокие чувства, и в частности, это истинная любовь. Любовь может появиться из чувства глубокого покоя, когда мы не испытываем нужды ни в чем и с радостью принимаем свое место в мире и обретаем внутреннюю гармонию. Любовь сердца постоянна и вечна. Она не связана с наличием другого человека в нашей жизни или с чувствами к кому-то, да, то есть душа на самом деле не нуждается ни в ком для того, чтобы любить. Любовь – это внутреннее глубокое состояние,
состояние, это форма бытия и отношение ко всему, не обязательно к какому-то другому человеку, а вообще ко всему. То есть, когда вы любите травинку, когда вы любите, как восходит солнце, когда вы любите, как звучит вода в реке, да, то есть это просто внутреннее глубокое состояние. Сердце – это оплот спокойствия. В нашем теле чакра анахата соответствует сердечному центру и управляет нашим сердцем, легкими и тимусом. Как чакры можно представить в виде вихрей энергий, также и тело с разумом можно представить как одну единую чакру. Посмотрите, пожалуйста, на рисуночек с левой стороны, и если мы с вами вот так сверху по кругу, по спиральке проведем начертание, да, то мы с вами обнаружим, что сердце располагается ровно в центре. Здесь находится наше око бури, где сохраняется спокойствие, хотя вокруг бушует ураган, как выражается Анадея Джудит в книге «Чакры». То есть о чем здесь речь? Сверху и снизу относительно чакры анахаты у нас находятся другие чакры, по 3 штуки, которые довольно-таки активные. На уровне Муладхары, первой чакры, мы переживаем за что-то, мы за что-то боимся, да, мы боимся за свою жизнь, за безопасность. На уровне второй чакры мы активничаем, мы двигаемся, мы взаимодействуем с людьми, общаемся, у нас появляются какие-то чувства и эмоции первостепенные, да, когда только в нас что-то возникает. Также на чакре Свадхистани у нас проявляются наши желания, наши импульсы. На третьей чакре Манипуре мы с вами начинаем активничать, мы начинаем проявляться в этом мире, показывать миру себя. Если мы возьмем верхний блок, то на Вишудхе мы также активничаем, мы с кем-то взаимодействуем или мы как-то выражаем себя, что требует тоже большой энергозатратности. А на чакре Аджни и Сахасрари у нас также постоянно происходит какая-то активность. На Аджни у нас куча мыслей, на Сахасрари у нас также мысли, только которые сверху к нам спускаются от нашего высшего Я. Также на уровне Сахасрары, верхней 7 чакры, мы улавливаем что-то, что либо вдохновляет нас, либо вгоняет в депрессию. То есть это то, что так или иначе нас очень сильно задевает, трогает. И во всех этих вихрях должен же быть какой-то оплот спокойствия. И сердце и является тем самым оплотом спокойствия, тем самым тихим островком, внутри которого мы с вами должны быть спокойными, уравновешенными, сбалансированными, гармоничными. Сердце – это наша тихая гавань. Ну и давайте еще поглубже разберемся с тем, что же такое чакра анахата. Про что это? Я приведу для вас ключевые слова, которые тезисно характеризуют чакру анахату. На эти слова вы можете всегда опираться, задавая какие-либо вопросы, например, к карте здоровья, к чакре анахате, когда вы смотрите на энергии внутри карты здоровья, да, и разбираете какого-то человека. И опираясь на эти слова, вы можете раскрыть сущность человека. Что же это за ключевые слова? Друзья, если вы интересуетесь темой чакр, вы можете приобрести полную версию этого видео за небольшую плату. В оригинале продолжительность видео 47 минут. Его содержание вы видите на своем экране, можете поставить на паузу и прочесть. Вместе с доступом к видео вы получите PDF-файл с кратким описанием главных понятий чакры анахаты и с перечнем вопросов по ней к карте здоровья в матрице судьбы. Также отдельно вы можете приобрести текстовый файл данной презентации. Все подробности в моем телеграм-канале, ссылка в закрепленном комментарии. А полную версию видео первых 3 чакр смотрите у меня на канале в плейлисте «Чакры».